В этом небольшом и познавательном видео я покажу, каким образом можно бесплатно обновить навигационные карты вашего автомобиля с официального сайта. Для начала переходим на сайт Volkswagen в раздел «Навигация» и смотрим. Здесь у нас представлены модели 2015 года и 2014 года. Обратите внимание, что для различных головных устройств, таких как RNS 510 и 810, карты доступны платно. Здесь также у нас есть RNS 310, 315 и 850. В нашем случае мы переходим вот сюда. Так как я нахожусь в Австрии, сайт у меня на немецком языке, и нам необходимо перейти вот в этот раздел. Zum VW Navi Update. Теперь спускаемся ниже, и нам необходимо перейти zu mein Volkswagen. На этой странице вам необходимо зарегистрировать ваш Volkswagen ID, то есть пройти процесс бесплатной регистрации, и затем зарегистрироваться под своим именем. Я это уже сделал, поэтому я нажимаю Anmelden oder Registrieren. Ввожу свои данные. И нажимаю Fortfahren. Так как я уже ранее добавил в учетную запись автомобиль, в моем случае я буду скачивать карты для автомобиля Volkswagen Passat 2.0 турбодизельный. Вот так этот замечательный автомобиль выглядит в реальности. Теперь прокручиваем вниз и видим, у нас здесь есть раздел Karten Updates. Нажимаем сюда. Здесь мы можем видеть, какие страны у нас покрываются этими картами. В моем случае я проживаю в Австрии, и у меня здесь есть вот Австрия. Также есть Германия и практически все страны Европейского Союза, включая Кипр на конце. Здесь мы видим, когда карты у нас обновились на сайте. Это было 24.11.2025 года. И занимают карты у нас 18.1 гигабайт. Для бесплатного скачивания нам необходимо нажать сюда Karten Update herunterladen, согласиться с лицензионными правилами и нажать еще раз «Скачать». Прекрасно. Наши карты скачиваются. Скачивание, естественно, зависит от вашего интернет-соединения. В моем случае нужно подождать примерно 6 минут. Теперь, пока карты скачиваются, мы можем обратиться к специальному файлу в формате PDF. Он на английском языке. И мы можем здесь посмотреть, что именно требуется для обновления. Для обновления нам понадобится минимум карта памяти 64 гигабайт. Если у вас более старая операционная система, чем Windows 11, то вам понадобится программа 7-Zip. Она абсолютно бесплатна. Ссылку на программу я оставлю здесь в описании. И здесь полностью показывается весь процесс, как подготовить карту памяти к обновлению в автомобиле. Сейчас все это я вам наглядно покажу. Вы можете позже сравнить мою видеоинструкцию с этой текстовой версией. Следующий шаг. Мы с вами вставили сейчас карту памяти на 64 гигабайта. У меня это компания SanDisk. Открываем мой компьютер. Находим карту памяти. Вот она у меня здесь. Если на ней есть какие-то данные, то обязательно сохраните их, потому что они будут удалены. И теперь нам необходимо ее отформатировать. Нажимаем правой кнопкой мыши «Форматировать». Параметры по умолчанию. И контролируем. Здесь у нас стандартный объем памяти 59,4 гигабайта. И самое важное, ребят, обязательно форматируем в формате exFAT. Вы можете ее отформатировать точно так же в NTFS, в случае, если с exFAT у вас не сработает. И нажимаем Start. Окей. Окей, все. Отлично. Наша карта памяти теперь пустая и готова к
распаковки нашего пакета обновлений с новыми картами навигации. Прекрасно. Наши карты скачались. Теперь переходим в папку загрузки. У меня она находится в Downloads. И здесь очень важный момент. Смотрите, ребят. Windows R, WinVer. Обратите внимание, на момент записи видео у меня Windows 11 25H2, сборка 7922. То есть это самая новая сборка, которая является на момент записи видео. В этой сборке есть поддержка файлов WinZip. То есть никакого дополнительного программного обеспечения вам устанавливать не нужно. Поэтому я правой кнопкой нажимаю на папку и выбираю «Извлечь все». Выбираю карту памяти. Вот она у нас. Отлично. Извлечь. Процесс извлечения может занять некоторое время. Возможно, полчаса, может быть, минут 40 примерно. Поэтому наберитесь терпения и дождитесь извлечения всех файлов на карту памяти. После успешного копирования мы извлекаем карту памяти безопасно с компьютера. Нажимаем сюда. Извлечь. Готово. Теперь направляемся к автомобилю и приступаем к обновлению. Итак, я записал карты на карту памяти 64 гигабайта и 128. Здесь у меня формат exFAT, как было написано в инструкции, и получается NTFS. Вот здесь вот. На всякий случай сделайте два варианта, потому что мало ли что, какая-то ошибка может возникнуть. Теперь мы открываем бардачок, находим SD2, вот он, и вставляем карту. Так, где он там? Вот. Все, вставили. Теперь включаем головное устройство. Обратите внимание, что зажигание не нужно включать. Это не обязательно. Так, ждем. Выходим в главное меню. Setup. Настройки. Так, где они у нас здесь? Системная информация. И смотрим версию карт. Вот у нас Navigations Datenbank пишется. Вот эта версия. Теперь обновить. Происходит поиск новых карт. Как мы можем видеть, у нас появилось обновление данных карт 2026 года. Нажимаем дальше. И происходит процесс обновления. Во время процесса обновления ничего не делайте. Запаситесь примерно полчаса, час, вот так вот по времени. И контролируйте, чтобы все было хорошо. Не включайте зажигание, это лишнее. Просто наслаждаемся и контролируем весь процесс. Так, значит, дисплей у нас отключился один раз. И пришлось его заново сейчас кнопкой включения активировать. Если у вас точно так же произошло, ничего страшного, не переживайте. Можете процесс обновления также восстановить. Ждем, пока все обновится. 60%. Итак, процесс подходит к концу. У нас 97%. И ждем, когда головное устройство перезагрузится. И мы перепроверим материал карт и версию именно, которая установилась. 99%. Ну, давай еще чуть-чуть, 1%. Есть, 100%. Подтверждение, что все у нас сработало. Нажимаем ОК. Включается навигация. Итак, карты загрузились. Давайте выйдем в меню. В основное. Настройки. Так. Системная информация. И вот видим, что наши карты полностью обновились. Версия теперь 2026. И список стран полностью весь самый новый. Все. Теперь убираем карточку памяти
с слота SD2. И теперь попробуем завести автомобиль, тем самым удостовериться, что у нас аккумулятор не разрядился. Так, включаем. Все. Двигатель завелся. И теперь у нас самые новые карты.